Вот. Всем привет, дорогие друзья! Сейчас я вам покажу про настройку хромакея в OBS. Вот так вот. То, не видно нифига было бы. Вот. В общем, смотрите. То есть выбираем мы свою камеру. Где она есть у меня? Вот. Сначала включаем. То есть вот в заднем фоне у меня хромакей стоит. Мятый, но рабочий. Вот, что нам нужно сделать? Для начала нам нужно применить фильтры. Вот, сейчас я удалю его. То есть нажимаем, выбираем хромакей. Хромакей. То есть он у нас по умолчанию уже что-то выдает. Нам, значит, нужно его подстроить. То есть влево крутим, убираем. То есть хромакей функцию, вправо мы ее добавляем. То есть нам нужно добавить до того момента, пока не пойдет весь зеленый фон и не начнет вот пропадать, вот как вот у меня на лице сейчас. Вот. То есть максимально найти эту золотую середину. Вот. Потом прибавляем гладкость, значит. То же самое по той же системе. Так. Дальше. Течь ключевого цвета. Ну, это у нас цвета. То есть можем чуть-чуть убавить. Вот. Это непрозрачность. То есть мы можем сделать себя полупрозрачным. То есть вот так вот. Вот. Значит, это нам не нужна непрозрачность. Мы ее ставим на 100%. Контрастность, яркость, гамма, это все в принципе. Но можно поиграться камерой. То есть, если камера не очень хорошо передает цвета, мы можем это все финтифлюшку настроить. То есть, яркость, контрастность. То есть, вот мы хромакей также можем отрегулировать. Добавить цвет, ярче, светлее. Но я эту фигню не использую. То есть, давай. Все, у меня в нуле стоит. Вот. В общем, в принципе, более-менее мы отредактировали это все дело. Вот. Вот так вот, я думаю, пойдет. Все, закроем эту херню. Вот. И что мы видим теперь? Хоп. Ё-моё, не туда. Вот. То есть мы пока что видим еще вот эти вот затемнения. Сейчас попробуем их убрать. Но единственное, ну тут у меня просто освещенность плохо. Освещенная. То есть сейчас, блин, попробую светильник сюда поближе поставить. В принципе, он должна лучше быть уже. Блин, что-то хуже стало. Да ё-моё. Стало только хуже. И тут вот тоже свет нужно осветлить просто как-то поярче. Вот, видите, я держу светильник. Стало лучше. Сейчас, блин, свет убрал. Стало хуже. Вот. С этой стороны мы, то есть, осветили все четко. Все стало хорошо. Тут уже не поможет хромакей нам. Сейчас посмотрим фильтры. Еще фильтрами побалуемся. Может быть, что-то сможем сделать. Какую-то золотую середину найти. Ну, вот уже лучше, в принципе-то. Как вы видите. То есть я вот сижу. Все, руки видно, отлично. Волосы видно, которых нет даже. Ну, в общем, ребят, вот так вот настраивается хромакей. Все легко и просто. То есть, вот на этом фоне, на темном, то есть вообще не видно темных моментов. Самое главное для хромакея это освещение. Очень хорошее освещение нужно. То есть у меня здесь просто стоит одна вот такая вот маленькая лампочка. Вот, то есть ее видно, в принципе. Вот. СССРовских времен. Но она не очень хорошо освещает. Там лампочка стоит светодиодная, она слабенькая. А с другой стороны у меня вот стоит, то есть вот такой вот светильник из фикс прайса. Он тоже не сильно ярко светит.
поэтому у нас эффект такой не сильно хороший получается. Да давай ты, паразит, ставься. Засранец. Чё ты не ставишься? Вот. Но тем не менее, вот это... А, еще сверху у меня лампа стоит, вот, которая мне в Харисе видит. Во. Вот так вот, чтобы меня лучше видно было. Она как бы тоже на задний фон освещает. Ну и вот то, что мы сейчас видим. Вот результат такого вот хромакея самодельного. Грубо говоря, за 500 рублей, за 700, там сколько, не помню уже. Ну вот, все отлично. Для игр, для стримов. Ну ура. Единственная проблема, я то, что не ставлю, блин, у меня очень много места занимает все-таки квартира, все-таки это зал. Мне не очень удобно постоянно это собирать, разбирать. Вот как-то вот так. Ну, в общем, ребят, вот такие вот дела. Понравилось видео. Сами знаете, не понравилось то же самое. Спасибо за внимание. Всем пока.